Весь процесс автономен, быстрее в 20 раз. И вместо дюжины работников достаточно лишь 2. Браво. Браво, Игнатий Петрович. Я всегда говорил, не стоит пренебрегать западными новшествами. Всегда. Уже час поздний. Мне право неловко стеснять вас. Душа моя, наш дом всегда к вашим услугам. Скажите же, что случилось накануне? Ума не приложу. Вернулся из Твери. В спальне на потолке дыра и люстра латунная 2-пудовая. Прямо на кровати лежит. Кошмар. Я даже в комнату заходить не стал, не равен час, и потолок рухнет. Господь спас, Игнатий Петрович. Для венчания с Марфой Борисовной спас. Конечно. А это ли не цель жизни моей? Игнатий Петрович. Слава Богу, что приехали. Слава Богу. Нет худа без добра. Игнатий Петрович, вы не могли бы поподробнее рассказать об этой германской технологии обработки зерна? Вы же собираетесь ее купить? Папа, вы единолично завладели вниманием Игнатия Петровича. У нас с вами вся жизнь впереди, Марфенька. Технология, Борис Павлович, бесподобна. И в России никому не известна. На 100 рублей 500 прибыли. Вот что я называю предприимчивый человек. Борис Павлович, что там с Петербургом? Помнится, вы обещали помочь мне завязать знакомство в тамошнем дворянском собрании. Непременно. Игнатий Петрович, мы непременно это устроим. Уже поздно. Я пойду спать. Спокойной ночи. Доброй ночи. Доброй ночи, доченька. Я бы тоже отправился к себе, с вашего позволения. Конечно, Игнатий Петрович. Ваша комната во 2-м этаже, сразу направо. Постель готова. Спасибо. Ну, Маш, ну что? Ничего, это я от счастья. Неужели Господь нас услышал? Да, Маша, да. Наша дочь выходит замуж. Маша, а что это такое? Это очередной подарок от ухажера Марфинова, господина Рысакова. Помнишь такого? Да-да-да. Весьма нелепый. Впрочем, как и его подношение. Пора дать понять этому юноше, что наша дочь больше не его партия. Давно пора. Барин, Игнатий Петрович. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, Анна. Рада вас видеть. Чем могу помочь? Скажите, а вам приходилось слышать о Фрейде? Это венский доктор. Он применяет для лечения пациентов гипноз. Венский доктор нет. Никогда не слышала. А вы интересуетесь гипнозом? С медицинской точки зрения. Вы знаете, я когда-то увлекалась гипнозом. Так, чистое баловство. Хотите, покажу, как это работает? Конечно, хочу. Присаживайтесь.
Смотрите на мой кулон. Ваши руки и ноги теплеют. Тело расслабляется. Глаза закрываются. Вы погружаетесь в сон. Мое почтение, дамы. Здравствуйте, Алексей Егорыч. Полина, голубушка, есть ли уже новый номер «Звезды»? И я жду Конан Дойля. На сию минуту. Господин Рябушинский, значит, Шерлок Холмс ваш новый кумир. А вы напрасно смеетесь, Анна Викторовна. А как же тренировка ума? Необходимость логически мыслить? Прошу вас. Вчера поступил. Благодарю. Алексей Егорович, ох, повсюду вас ищу. Что? Купца Брызгалова ночью удавили. В доме у Муромовых. Убийство? Вот тебе и Конан Дойль. О, Господи, это ведь жених Марфы. Я давала ей уроки английского, когда она еще в гимназии училась. Мне надо срочно туда бежать. Простите меня, Полина. Конечно, Простите. до свидания. День добрый, доктор. Мое почтение, господа. Ну что тут у нас? Несчастного задушили. Причем, скорее всего, какой-то удавкой, веревкой. Это явно не руками, судя по борозде на шее. Смерть наступила, я полагаю, где-то между 3-4 часами утра. Более подробно я скажу после вскрытия. А окно вы открыли? Антон Андреевич, вы же меня знаете не первый день. Я никогда ничего не трогаю до приезда полиции. Стало быть, убийца мог покинуть помещение любым способом. Приметная чеканка. Любопытно. Секунду. На его одежде пуговицы совершенно другие, и все на месте. Борис Павлович, Мария Евментьевна только что узнала такое страшное горе. Спасибо вам, Анна Викторовна. Да, тяжкое испытание. Хуже всех сейчас Марфе. Она, наверное, очень страдает. Позвольте, я к ней пройду. Марфы нет. Пропала она. Как пропала? Анна Викторовна, что вы здесь делаете? Здравствуйте, Яков Платонович. Муромовы наши старинные друзья, я пришла их поддержать. Яков Платонович, ну что, удалось вам что-нибудь выяснить? Скажите, вам знакома эта пуговица? Я так и знал! Это он. Я знала, что этот дикарь не отступится. О ком вы говорите? Арслан Али, сын татарского коневода Кайсарова. Бес надоумил меня продать им коня. Прошу вас, рассказать мне все спокойно. Год назад я продавал своего скакуна. Пришли отец с сыном, татары. С тех пор Марфа с этим Арсланом Али. Мы думали, что это глупость, какие-то фантазии. Это он похитил нашу дочь и убил ее жениха. Я в этом уверена. Ведь у татар принято воровать невест. Боюсь, здесь вы ошибаетесь. Это обычаи горских народов. Эта пуговица найдена на месте преступления. Скажите, вы точно уверены, что она принадлежит господину Кайсарову? Уверена, это его. Да, я видел такие на его кафтане. Надеюсь, это поможет нам найти вашу дочь. Это же надо. Какой был жених, подарок судьбы. Не то, что остальные. Игнатий Петрович, он и солидный, и состоятельный. А венчание через неделю назначено. Господи, ну за что же ты нам такой, за что, Господи? Маша, тебе надо успокоиться. У меня капли с собой. Сейчас принесу. Спасибо, Анна Викторовна.
Марфа? Она жива? Выпейте. Виктор Иванович сам не свой. Часто отлучается из дома, сделался скрытен. Я боюсь, как бы он не начал играть. Извелась совсем. Марь Тимофеевна, ну это же сущие пустяки. Пустяки. Карта – это бич нашего времени. Да нет, вы меня не так поняли. Я хотел сказать, что выяснить, играет ваш муж или нет, для меня сущие пустяки. Вы можете узнать это? Добывать сведения – мой хлеб. Даже право не знаю. Следить за мужем как-то нехорошо. Будто ревнивица какая-то. Но что, если он на самом деле играет в карты? Я согласна, Алексей Егорович. Вот что, голубушка, отведи-ка меня на чердак. Хорошо, пойдемте. Кюрзен, систематический курс арифметики. Прямолинейная тригонометрия Верещагина. Это книги вашего сына? Его. Я в школу запретил, так вот он тут начал. Так что же запретили? А кто мое дело продолжит? У меня больше нет сыновей. А где сейчас Арслан Али? Я полагаю, его нет дома. Мой сын никого не убивал. Он не мог, он не такой. Я скажу вам прямо. Я знаю, что Арслан Али был влюблен в Марфу Муромову. Сегодня ночью ее жених был убит, а вот девушка пропала. Говорил я ему, не сокращай дни мои, откажись от иноверки. А он ни в какое. Тогда я и стал на ночь его в комнате запирать, а сегодня утром вот. Так, выломать дверь без шума не получится. Ничего не слышали ночью? Нет. Я спал как убитый. Скажите, вам знакома такая пуговица? Обычная пуговица. Такие на всех кафтанах у татар. Стало быть, у вашего сына такая же могла быть. Похоже, в этой бутылке была какая-то кислота. Она-то и разъела крюк. Купорос это. Игнатий Петрович велели каждую зиму между рамами ставить. И изморози на окнах не любили. Небось, коты дворовые опрокинули. Да, чертовщина какая-то. Ну, пойду собираться. В Тверь еду. Место там хорошее освободилось. Ну что ж, счастливого пути.
Стало бедно, совсем загнал хозяин. Что-то ищете, господин Штольман? Лошадками вашими любуюсь. А почему здесь пусто? Чья лошадь здесь стояла? Здесь стоял конь Арслана Али. Так он верхом скакал? И вы этого не слышали? Позор на мою голову. Если ваш сын объявится или вы узнаете, где он, нужно будет сообщить в полицию. Надеюсь, вы понимаете. Скажи, Марфа жива? Кто убийца, Арслан? Эй, милейший, а ты куда это? Я к Игнатию Петровичу. На чердак. Зайди. А кто ты? Я мастер. Кобылицына моя фамилия. Вот пришел посмотреть, что можно сделать. Горничная за мной послала. Да, тут беда. Я Антон Андреевич Коробейников, начальник сыскного отделения. Но я не виноват, что люстра упала. Я своей репутацией дорожу и за работу отвечаю. Пока никто на работу мою не жаловался. Да не волнуйся ты. Это кошки на чердаке серную кислоту опрокинули. Прожгла крюк и вот нелепость какая. Кто вообще серную кислоту на чердаке хранит? Это ж Игнатий Петрович в рублик с лишним станет. Да, только вот убили Игнатия Петровича вчера ночью в доме невесты. Господи, помилуй. Царствие небесное. Полиция во всем разберется. Очевидно, теперь дом-то выставят на продажу, так что я все же на чердак хотел бы оглядеть, что можно сделать. А то еще меня обвинят будут. Я вас прекрасно понимаю, но пока идет следствие, вы не можете попасть на чердак, и люстру, к сожалению, починить тоже не сможете. Вот. Но вы не волнуйтесь, все в порядке. Всего доброго. Спешить на службу, Анна Викторовна? Яков Платонович, я только что от Муромовых. Конечно, они в ужасном состоянии. Вы найдете Марфу? Городовые уже ищут по городу и в окрестностях. Я очень надеюсь, что девушка жива. Да жива, она жива. Откуда вы знаете? Всякий раз задаете мне один и тот же вопрос. Это правда, простите. Дух Брызгалова довольно явно дал мне понять, что этот татарский мальчик невиновен. Боюсь, что в суде этот довод не вызовет доверия. Улики все против него. Ну что ж, Яков Платонович, тогда работайте. Вот, странгуляционная борозда, она покраснела. Это говорит о том, что его душили кожаной удавкой. Причем кожа на удавке была новая, свежая.
Об этом говорят вот эти маленькие частички, посмотрите, которые остались на его коже. Ну что же из этого следует, доктор? Скорее всего, его задушили конской сбруей. Нет. Это не может быть он. Вы имеете в виду сына коневода? Анна Викторовна, голубушка, вы даже себе не представляете, на какие безумства иногда толкает страсть. Подчас заставляет человека совершать безумные поступки. Да. Ну, а теперь давайте постараемся выяснить, когда наступила смерть. Анна Викторовна, вы меня слышите? Да, доктор, конечно. Что? Я говорю, смерть, когда она наступила? Должен вам сказать, что убитый явно обожал свою невесту. Просто души в ней не чаял. Полюбуйтесь. Счета от ювелира, модистки, из цветочных магазинов целый ворох. Черновики любовных писем. Вот, к примеру, ангелу моему Марфеньке в день ангела. И стихи. Довольно скверные. Странно, что он оставил дома столь дорогую его сердцу вещицу. А здесь же цепочка порвалась. Явно медальон выскочил незаметно. Нужно изучить его всю корреспонденцию. Брызгалов вел огромную переписку, Яков Платонович. Это придется несколько дней разбирать. К тому же у нас есть уже подозреваемый. Татарин. Все указывает на него. Но откуда он узнал, что господин Брызгалов останется ночевать в этот день в доме невесты? Сорока на хвосте принесла? Булочки, калачи, баранки ароматные, подходим, не стесняемся, берем. Калачи, баранки, бублички ароматные. Подходите, не стесняйтесь. Почем калач? 5 копеек фунт. Погодька, а не тебя ли это ищут? Замолчи. Городовые! Тут еще один! Бусурманин окаянный! Вышли немного развеять мрачные думы, Александр Францевич. Рад вам, господа. Да вот решил почаевничать. Выдалась свободная минутка. День добрый, доктор. Есть новости? Вы насчет Брызгалова. Знаете, я предполагаю, что он был задушен конской сбруей. Да, причем новой конской сбруей. Новый. Именно. Все сходится, Яков Платонович. Ваш благородие. Татарина нашли в Слободке. Уже в участке сидит. Вот сейчас все и узнаем, Антон Андреевич. Благодарю, доктор. Всего хорошего. Гони. Садись. Арслан Али. Красивое имя. А где Марфа Муромова? Скажи, она хоть жива? Узнаешь? Может быть, расскажешь, как она к нам попала? Тогда я тебе скажу. Мы нашли ее на месте убийства Игнатия Брызгалова. Ты его убил. Где девушка? А ты что, не понимаешь, как страдают ее родители? Но, видно, разговора не получится. В камеру его. Стоять. С лошадью его что делать? Во дворе привязанные. Сбрую доктору Милцу срочно отправляйте. Вот исполнено. Шел. Бедная Мария
Евментьевна, представляю, что у нее на сердце. Ведь Марфу так и не нашли. Нет, мама, подожди. Нельзя оставлять надежду. Я уверена, это все разрешится наилучшим образом. И мы с Марфой еще будем веселиться, как в детстве, избегать от вас за окраину Слободки. Я слыхал, это же дело рук этого татарского юноши, да? Его, кажется, арестовали вчера. Нет, все-таки разные народы должны жить раздельно. А это вавилонское столпотворение в городах. Папа, да что вы такое говорите? Среди иноверцев в России огромное количество образованных и уважаемых людей. И с титулами, и со званиями. Безусловно. А все-таки дикарь всегда остается дикарем. Эх, Марья Тимофеевна, не понравились бы ваши слова Андрею Петровичу? Ну, права, Аннушка, я не понимаю, на что этот татарин мог надеяться. Ведь его брак с Марфенькой никак невозможен. Однако, славно, что из-за Брызгалова она теперь не выйдет. Встречал я этого господина в Петербурге. Пройдоха он. И плут. Все искал себе невесту из дворянок. Искал. К вам дама пожаловали. Госпожа Муромова. И чего это нам вдруг пришла? Домна, неси еще один прибор. Нет, они Виктора Ивановича просят. Он в кабинете. Виктор Иванович, добрый день. Простите, ради бога, мое вторжение. Мария Евгеньевна, к адвокату как к врачу. Хоть днем, хоть ночью. Спасибо, Виктор Иванович. Я пришла по делу весьма деликатному. Мы с мужем места себе не находим. Марфы до сих пор нет. Но мы надеемся, мы уверены, что она жива. Скажите мне, когда следствие докажет, что Арслан Али убил Брызгалова, а оно непременно докажет это, ведь больше некому, могут ли в чем-то обвинить Марфу? Простите, я не вполне вас понимаю. Обвинить Марфу в чем? Как соучастницу. Помилуй Бог, ну какая же она соучастница? Ну, разве что убийство было совершено с целью ее выгоды. Какая выгода? Жених задушен. Я боюсь, что этот татарин и ее приплетет, скажет, что пошла с ним по доброй воле или еще что-нибудь там выдумает. Не волнуйтесь, никто ему не поверит. Ой, я уж и не знаю, что думать. Все глаза выплакала. Спасибо, Виктор Иванович. Господа, я еще раз говорю вам, это не та сбруя. Та, которой душили, была новая. Это какая-то старая, повидавшая виды. Однако это не снимает подозрений с Арслана Али. Разумеется. Еще если он похитил девушку, то она должна была кричать, сопротивляться, но в доме Муромовых никто ничего не слышал. А если он набросился на нее, когда она спала? Жертва, застигнутая врасплох, зачастую теряет дар речи. Или он мог использовать кляп, подушку, я не знаю. Он мог ударить ее или даже слегка придушить. Да мало ли вероломных способов заставить человека молчать. У вас новый стол, Александр Францевич? Да, знаете ли, приобрели на пожертвование Петра Ивановича. Господа, Яков Платонович, Антон Андреевич, вы меня, ради бога, извините, но меня ждут пациенты. Благодарю, доктор. Господин Штольман! Господин Штольман, что он сделал с моей дочерью? К несчастью, татарин пока молчит, но мы ищем вашу дочь, вы не теряйте надежды. Господи, сколько же еще продлится эта мука? Ведь главное, я сам привел этих татар в свой дом. Скакуна хотел выгоднее продать. Арслан Али увидел вашу дочь в тот день впервые? Увидел. Он в нее глазами впился. Замечательно. А вот внизу нога повреждена, нет? Чижик.
Арслан Али! Арслан Али! Кто там уставился? Долго ждать тебя? Марфа, окно закрой. Так получается, ваша дочь смотрела на него из той самой комнаты, в которой был убит господин Брызгалов? Год назад там была ее спальня. А когда дом обновили, она переехала в другую, попросторнее. А сейчас вы селите в нее своих гостей? Именно так. Спасибо, Борис Павлович, это крайне важное обстоятельство. Господин Рябушинский, редактор, который читает собственную газету. А как скоро мы увидим колонку госпожи Мироновой? Скажите, а ведь это ваш псевдоним? Благодарю вас, господин Кайсаров, что изволили прийти так быстро. А как же иначе? Я закон уважаю. А вот это похвально. Вы присаживайтесь. Я хотел спросить вас еще раз. Неужели вы не слышали, как ваш сын ломает замок в двери в ту ночь, когда он сбежал из дома? Нет. Ничего. Ничего не слышал. Ни для кого не секрет, что вы продаете ведь не только лошадей, но и удила, шоры, шпоры, хомуты. Да. Лучшие в городе. То есть новенькое под рукой всегда имеется? Не понимаю, к чему вы клоните. Я сейчас объясню. Я полагаю, что в ту ночь вас дома не было, так как вы не могли не слышать, как ломается замок в спальне вашего сына. Тем более, ваша комната находится совсем рядом. И одна из лошадей с вашей конюшни с утра была уставшая с дальней дороги. Да неужто вы думаете, что это я Игнатия Петровича убил? Конечно, вы не планировали. Вы хотели убить Марфу. Просто вы не знали, что некоторое время назад она переехала из своей спальни в другую комнату. А когда опомнились, было уже поздно. И решили довести дело до конца. Что же вы такое говорите? Как у меня могла подняться рука на невинную девушку? Мы надеемся, что не могла. Однако улики говорят против вас. И факты. Я скажу факты. Я не был тогда дома. Я был в Новгороде, у главы общины татарской. Низам Апа просил вразумить сына. А почему же вы нам сразу не сказали? Стыдно мне, что сына на Верку полюбил. Позор это. Поэтому ночью и поехал. Глава общины подтвердит, что вы были у него? Если вы будете его допрашивать, тогда вся община узнает о моем позоре. А если он не подтвердит, тогда вам придется отвечать за убийство. Антон Андреевич, поезжайте в Новгород, все там разузнайте. В Новгород? Да. Только аккуратно, чтобы поменьше слухов. Спасибо.
Уж постарайтесь. Ну, куда мне? В тюрьму? Вы свободны. Только из города не уезжайте. Господин Муромов, что случилось? Моя жена очень не хотела, чтобы я к вам приходил. Но я решил, что вы должны все знать. Вот письмо от Марфы. Она оставила его в своей комнате. Маменька, папенька, я не пойду за Игнатия Петровича, ибо буду несчастлива с ним. Я ухожу, не ищите меня и простите, если сможете. Ваша любящая Марфа. А почему вы письмо раньше не показали? В письме еще были деньги. 200 рублей. Сумма немалая. Откуда у нее такие деньги? Как бы я знал. Яков Платоныч, выходит, Арслан Алиевич не похищал ее. Значит, она сама сбежала. Мы во всем разберемся. Ступайте домой и супругу успокойте. Спасибо. Не всякий, кто ищет и старается, находит. И не каждый, кто уходит, возвращается. Угощайтесь, Яков Платоныч. Чак-чак. Низам Али подтвердил алиби Кайсарова. Он был у него в ту ночь. Получается, его сын сбежал из дома в это время? Получается, что так. Господа, нашлась наша Марфа. А где вы были все это время? Вас похитил Арслан Али? Нет, он меня не похищал. И не убивала никого. Вы должны его освободить. А я говорила? А почему вы в этом так уверены? Мы с ним вместе сбежали из дома. И все это время мы были вместе. Угощайтесь. Благодарю. А откуда у вас деньги? Те, что вы оставили родителям, там ведь немалая сумма. Деньги Брызгалов дал. На удачную дорогу? Спросите у Арслана. Обязательно спросим. Арестованного приведите. Яков Платоныч, прошу прощения. Вы послали за родителями? Их надо отпускать домой. Вы же видите, что это не убийцы. Вы довольны, что в очередной раз оказались правы? Я не хочу, чтобы пострадали невиновные. Вы видите, как она его любит? Девичья греза, это пройдет. Откуда такая уверенность? Арслан, Сколько же ты одна в пустом доме просидела? Почему к родителям не поехал? я подумала, что ты испугался и бросил меня. Глупая, ну как тебе такое в голову приходит? Что же вы задумали? Куда вы ехать собирались? Моему дяде в Казань. Он человек современный, образованный. Он бы нас приютил. А деньгами на дорогу вы располагали? Скажи им. Брызгалов хотел от меня откупиться.
предлагал большие деньги, чтобы я оставил Марфу в покое. И ты согласился? Он не хотел. Я уговорила. Нужно было, чтобы все успокоились. Решили, что я Арслана забыла и по своей воле за Брызгалова иду. А деньги мы отложили для побега. И родителям я половину оставила. Ведь они через мое замужество хотели дела свои поправить. Моя жива. Не смей. Он не убивал никого. И меня не похищал, я по своей воле ушла. Едем домой. И из своей комнаты ты больше не выйдешь. Ясно? Я всегда тебя буду любить. Вы мне за это заплатите. Господин Кайсаров, ваш сын ни в чем не виноват, вы можете забрать его домой. И с вас обвинения тоже сняты. Очень вас благодарю. Идем домой. Не вздумай что-нибудь еще учудить. Туркась. Балбесом его обозвал. Бедные дети. Ужасно их жаль. Такие славные, так любят друг друга. Мы обязательно должны придумать, как им помочь. Арслан Али очень способный юноша. Да, быть конюхом, как его отец, он, судя по всему, не мечтает. Но вот девушка не робкого десятка обвела своего жениха вокруг пальца очень ловко. А что ей было делать? Она боролась за свою любовь. Кто-то совсем недавно мне говорил, что для семейного счастья достаточно спокойной привязанности. Вы меня любите. На слове подловить. Простите, я не хотел вас обидеть. Не отставайте, пожалуйста. Стой! Стой, тебе говорю! Кто это был? Точно не призрак. Что это вообще за место? Добрый с голова.